I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим шикарный ЦАП и усилитель для наушников от компании SMSL стоимостью $200. И приходит он в средней по габаритам коробки с минималистичным оформлением, где есть изображение самого устройства на лицевой части, есть логотип компании и указано название этой модели C200 Pro. Ну и конечно не обошлось без логотипа Hi-Res Audio. Все-таки аппарат-то перед нами очень даже серьезный, поэтому ну куда же без него. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию более подробно. ЦАП-усилитель. Очень подробная инструкция по использованию и настройке. Гарантийная карточка. Небольшая Bluetooth антенна. USB кабель. Пульт управления. Ну и довольно короткий кабель питания. Этот ЦАП довольно средний по своим размерам, он выполнен полностью из металла и весит 510 грамм. Выглядит, как по мне, он отлично. Здесь у него имеется 4 ножки для более лучшей фиксации на поверхности. Ну а тут присутствует небольшая наклейка Hi-Res Audio. А на лицевой части уже есть логотип компании SMSL, два выхода для подключения наушников, балансный 4,4 мм джек и довольно редкий, но очень надежный выход на 6,35 мм джек. Ну а по центру уже располагается функциональная ручка управления этим устройством, а здесь находится небольшой дисплей, где уже отображается вся полезная информация. Ну а здесь сзади нас встречает разъем для подключения кабеля питания, сюда подключается небольшая Bluetooth антенна, а еще здесь есть оптический USB и коаксиальный вход. И конечно же, ребята, не обошлось здесь и без RCA разъемов и TRS, довольно редких. И причем обратите внимание, что все разъемы здесь были позолочены, что несомненно сказывается на более лучшем качестве звучания и дает сразу нам понять, что перед нами поистине серьезный аудиофильский продукт. Ну а вот уже включив этот ЦАП-усилитель, первым делом здесь на дисплее нас встречает надпись C200, и вот уже после можно увидеть частоту дискретизации, которая естественно здесь меняется в зависимости от проигрываемого аудиофайла, а также уже используя эту ручку можно легким вращением как увеличивать громкость, так и уменьшить ее. Причем обратите внимание, что очень плавно, и шаг громкости здесь выполнен в 1 дБ, что очень важно для более лучшего контроля громкости с чувствительными внутриканальными наушниками, а также удержав на пару секунд эту ручку, можно полностью выключить ЦАП. Но, конечно, друзья, облегчает нам использование этого ЦАПа это небольшой комплектный пульт, с помощью которого вы можете как включать и выключать полностью ЦАП, так и увеличивать и уменьшать громкость, используя вот эти кнопки и дополнительно вот эти. Также здесь можно воспользоваться кнопкой мьюта для того, чтобы полностью выключить звук. Также можно быстро переключать выходы, используя кнопку с надписью FN линейный и выход на наушники. А также можно использовать кнопку вот эту для того, чтобы выбирать вход, например, Bluetooth, оптический, коаксиальный и USB. Ну, все быстро здесь в этом плане, думаю, каждый разберется. Но по сути, друзья, самая интересная кнопка здесь располагается по центру, и вот нажав уже ее, мы переходим в меню настройки этого ЦАП-усилителя, где нам открывается возможность установки фильтра для этого ЦАПа. Причем доступно их на выбор целых 7, что довольно, друзья, согласитесь, немало. Но я вам сразу скажу, что я остановился именно, получается, на 5. Но, возможно, вы выберете другой, благо поиграться тут действительно есть чем. И на всякий случай сейчас я для вас прикреплю картинку, где будет показано, какая цифра отвечает за какой-либо фильтр. Ну а далее здесь следует интересная настройка DPLL, которая, если кратко, то регулирует то, насколько строго ЦАП следит за тактовым сигналом входящего цифрового потока. И в общем, смотрите, друзья, если у вас все в порядке с подключением и сигнал у вас не прерывается, то просто используйте самое минимальное значение, то есть единицу. А как правило, уже используя этот ЦАП, например, с телевизором, в инструкции по использованию рекомендуется это значение увеличить, например, до 5. Но лично я просто сразу поставил самое минимальное
максимальное значение, и все было отлично. Но также здесь очень быстро можно переключаться из режима USB 2.0 в режим USB 1.1. То есть для работы, например, уже этого ЦАПа с игровыми консолями, как PS4, PS5, Nintendo Switch и другие. Но обратите внимание, что максимальная частота дискретизации в таком случае будет ограничена 96 кГц. Ну а самый последний пункт, друзья, это уже получается у нас регулировка яркости самого дисплея. То есть сейчас стоит максимально, и можно уменьшить, допустим, на единицу, и будет уже такая яркость у нас более тусклая. Но я лично поставил значение 8, ну на максимум меня устраивает. Но по техническим характеристикам тут все очень интересно, и в качестве ЦАПа здесь используется довольно новенький чип ESS 9039Q2M, 4 операционных усилителя OPA 1612A. Ну и конечно, что касается выходов на наушники, то мы здесь получаем 1,5 Вт на 32 Ом, либо 3 Вт на 16 Ом, что, согласитесь, довольно немало. Ну и конечно, очень радует нулевое сопротивление на выход для наушников, что очень важно для максимальной совместимости и лучшей работы с разными наушниками. Ну а в качестве USB контроллера здесь используется современный XMOS XU316 с поддержкой аудиоформатов PCM до 32 бит и 768 кГц с воспроизведением DSD 512. Есть также полное декодирование форматов MQA, а Bluetooth чип от Qualcomm поддерживает современные продвинутые кодеки, такие как LDAC, aptX HD, aptX, SBC и AAC. Ну и конечно, радует полная совместимость и работа с Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, iOS, Android, macOS и даже Linux. И самое главное, ребята, что на современных системах все работает без установки драйверов. Просто подключили USB кабель, воткнули шнур питания и включили данный ЦАП. И все, можно сразу наслаждаться прослушиванием музыки с этим замечательным устройством. Ну а приобрести этот ЦАП-усилитель вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Aoshida на AliExpress, либо на их официальном сайте aoshidaaudio.com. И здесь же вы, ребята, сразу сможете ознакомиться абсолютно со всей информацией по этому ЦАП-усилителю более подробно, с техническими характеристиками и даже с измерениями этого устройства. И мне реально нравится такой максимально открытый и прозрачный подход производителя SMSL. От меня им респект. Ну а ссылка на покупку этого ЦАП-усилителя, как всегда, будет в описании к этому обзору. Ну а что касается звучания, друзья, то SMSL C200 Pro это тот самый стационарный ЦАП-усилитель, который стал для меня буквально референсным источником для тестирования наушников. Причем сразу я вам скажу, что тестировал я его длительное время, а не пару дней или 2 часа, как наверняка делают некоторые обзорщики. Поэтому, друзья, мне действительно есть чем с вами поделиться. Я думаю, вы уже не раз видели, как он мелькал в моих предыдущих обзорах на различные наушники, так как именно с ним в последнее время я их и прослушивал. И начать, конечно, стоит с очень тяжелых на раскачку полноразмерных планарных наушников Sandy Audio Aiva 2, которые с этим источником раскрываются в полной мере и демонстрируют нам невероятную детальность и прозрачность, максимум воздуха и глубины сцены с выдающейся той самой характерной планарной техничностью, которую эти наушники с удовольствием вам покажут, но при наличии реально хорошего и мощного усилителя. Причем бас у них это не просто какой-то там вялый и скучный удар, а безумная динамика, плотность, масса, шикарная глубина и настоящая вот эта объемная густота с безумной текстурностью и контролем и с ощутимой и живой вибрацией, в которой чувствуется буквально вся структура, будь то это какой-то синтезированный бас в электронике или живой бас уже в акустической композиции. И Aiva 2, несмотря на свои серьезные требования, раскачивается с этим ЦАП-усилителем очень уверенно и с хорошим запасом по громкости, и больше 50% громкости я на нем при прослушивании не поднимал. Но с трибридными наушниками T-Audio Oracle MK3 случилась просто какая-то настоящая магия, где C200 Pro показывает себя как источник с абсолютно нейтральной и достоверной подачей звучания. Низкие частоты очень точные, выверенные, с отличной глубиной и очень прозрачной текстурой, но средние, теплые, живые и очень эмоциональные, но без дополнительного приукрашивания. Но верхний диапазон, ребята, здесь буквально
реально эталонный, невероятно проработанный, чистый, детальный и техничный, но при этом не перегружающий слух и не навязчивый. То есть контроль по всей АЧХ реально хорош. И как по мне, друзья, вот именно с этим ЦАПом Oracle MK3 звучат именно по-взрослому и максимально зрело. И настолько все идеально, что я просто подключаю их и каждый раз словно улетаю в космос, так как между ними получилась реально отличная синергия. Но и это еще не все, друзья. Я также протестировал с этим усилителем замечательные 4-драйверные динамические наушники стоимостью $400 Penon Quattro, так еще и с по-настоящему аудиофильским кабелем стоимостью $160 Penon Asos. И, ребята, вы даже не представляете, как теперь запели эти наушники и какую глубину, текстурность, объемность и массу на низких частотах они показали. И можно сказать так, что этот ЦАП буквально поднял их на совершенно другой, новый уровень. И я получил очень нейтральный, можно сказать, что сверхразрешающий звук на средних частотах с еще лучшей проработкой тембров и теплотой в подаче, но верха просто идеально завершает их общий баланс. И я отмечу, что этот ЦАП не ставит перед собой цели как-то их высветлить, а наоборот, он словно аккуратно балансирует между показательной техничностью и аналитикой и хорошей детализацией с прозрачностью. В общем, ребята, что не подключай к этому ЦАПу, все с ним играет замечательно. И как по мне, именно он и дает максимально точное понимание характера каких-либо наушников, и благодаря своей прозрачности, мощности и балансу он не вносит окраса в звучание и позволяет вам услышать то, как наушники действительно звучат. И самое главное, что даже супер чувствительные наушники с ним не шумят, что тоже, ребята, очень важно. Именно поэтому C200 Pro сейчас мой основной референсный ЦАП, и в моих обзорах, ребята, вы еще не раз его увидите. И в итоге, друзья, после продолжительного прослушивания десятков тестов с разными наушниками, я вам могу абсолютно уверенно сказать, SMSL C200 Pro это действительно шикарный ЦАП-усилитель для наушников. Он дает вам именно то редкое ощущение, когда все находится на своем месте. Он не привносит своего окраса, не лезет в музыку, не пытается показать вам, какой он крутой, и вместо этого он здесь работает очень точно, чисто и уверенно передает сигнал, максимально уважительно по отношению к тому, что задумал исполнитель, и к тем наушникам, через которые ты это слышишь. Он универсален, но не скучен, прозрачен, но излишне не стерилен, мощный, но при этом очень контролируемый и интеллигентный в своей подаче. И он способен вообще без каких-либо проблем и компромиссов раскрыть как тугие полноразмерные планары, так и чувствительные арматурные или гибридные наушники. И каждый раз ты слышишь именно то, что должен. И именно за это, друзья, я его и уважаю. Именно поэтому он и занял сейчас свое место на моем столе, как основной ЦАП-усилитель, через который теперь проходят абсолютно все наушники, прежде чем я рассказываю о них вам в своих обзорах. И с ним я реально уверен в том, что я слышу. И как по мне, ребята, это своего рода такая эталонная точка отчета. Кристально прозрачная, динамичная, насыщенная, но при этом абсолютно честная. Так что да, друзья, без всяких если и но, SMSL C200 Pro я называю шикарным ЦАП-усилителем. И если сейчас вы ищете поистине серьезный стационарный источник, который будет замечательно раскрываться вместе с вашими наушниками и открывать их словно заново, то сейчас это точно один из лучших вариантов в своем классе. При этом, ребята, по очень приятной цене. В общем, от себя я смело рекомендую его к покупке. Никаких минусов, а только положительные впечатления. Ну а ссылка на покупку этого ЦАПа находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем удачи и пока!